Всем привет, с вами Наталья Рукодельная. Сегодня я расскажу, как сделать домашнюю колбасу просто и быстро. И чтобы она была похожа на колбасу из магазина, но без большого количества лишних вредных добавок. Если в мясо не добавлять ничего, кроме обычных специй, то будет просто вареный фарш со специями. Первая моя колбаса была просто с солью и перцем, но жареная на сковороде. Это, конечно, была не совсем колбаса, просто из-за того, что жареное было вкусно. Иногда я делаю колбаски для приготовления на углях. В них тоже только соль и перец, но они получаются вкусные, потому что с ароматом дыма. А если вы хотите получить выраженный ветчинный вкус, то надо добавлять нитритную соль. Но не пугайтесь, это не страшная добавка. Нитритная соль представляет собой смесь нитрита натрия с поваренной солью. При созревании фарша в процессе цветообразования и термообработки колбас почти весь нитрит натрия разлагается. Единственное неудобство при этом, что надо готовить такую колбасу не выше 80 градусов, чтобы не сделать тот самый нитрит натрия ядом. Кстати, у иностранцев такая смесь называется солью для маринада. И немного забегу вперед. Если вы захотите сделать сыровяленую или сырокопченую колбасу, то нитритная соль вам будет необходима, так как она подавляет рост бактерий и не дает образоваться токсинам ботулизма. Но, кстати, обычная вареная колбаса с нитриткой сохраняется гораздо дольше. Итак, начинаем. Итак, первый этап производства колбасы – это маринование мяса, и он самый долгий, лучше дня 3. Обычно я делаю колбасу или ветчину из куриных бедрышек, покупаю сразу без костей или сама их вырезаю. Пришла к этому после долгих экспериментов. В бедрах красное мясо, и на кожице есть жирок, который делает колбасу сочной и жирненькой. Но если вы не очень любите курицу, то можно использовать и свинину. Тогда ее лучше прокрутить через мясорубку. С курицей проще, потому что я ее даже через мясорубку не пропускаю, а режу на кусочки. Мне почему-то всегда лень потом вымывать мясорубку. Количество соли и специй всегда одинаковое. На килограмм мяса 14 грамм соли вообще, но я всегда делаю пополам нитритку с обычной. Также свежемолотого черного перца половину чайной ложки и чайную ложку сухого чеснока. Можно класть и обычный, но с сухим колбаса лучше хранится. Добавляю специи, как следует вымешивая мясо. После этого укладываю в пакет или в форму и забываю дня на 3. Если очень спешите, то можно оставить на час-два в тепле и после этого делать колбасу. Но вкуснее, когда мясо как следует промаринуется. После того, как мясо промаринуется, есть несколько вариантов развития событий. Если есть специальная насадка на мясорубку или колбасный шприц, а также оболочка натуральная из черевы или любая другая, то можно набить тонкие колбаски. Подробнее можно посмотреть по ссылке сверху в моем видео с обзором шприца от Фишмана. Но для этого варианта надо иметь все вышеперечисленное. Есть второй вариант – использовать ветчинницу. Тогда для этого вам нужно будет только ветчинницу и пакеты для запекания. В последнее время я пользуюсь именно этим вариантом, потому что и загружать мясо туда быстро, и там хорошо мясо утрамбовывается, и сразу можно килограмм и больше загрузить. Более подробно смотрите в моем видео по подсказке сверху. Все ссылки, конечно же, обязательно загружу в описании видео. Ну и в первом и во втором случае нужна будет покупка этих девайсов. А вдруг вам не захочется больше делать колбасу? Я лично придерживаюсь принципа «надо сначала попробовать, и после того, как утвердилась в своем желании делать это не один раз, тогда уже и покупать все». Поэтому я расскажу про третий вариант. Он тоже несложный и не очень дорогой. Для третьего варианта вам нужно будет только приобрести оболочку большого диаметра. Ее можно купить там же, где и нитритку. Я дам ссылку в описании видео, где я покупаю. Но если вы зададите в инете запрос «оболочка для колбасы», то вам наверняка выдаст кучу магазинов для вашего региона. Сейчас это стало очень распространено. Итак, оболочку лучше берите калибра 80 мм, можно чуть меньше. Я буду готовить ветчину в мультиварке, поэтому отрезаю оболочку под нее. Обычно это 2 сложения. Готовлю сразу шпагат, лучше побольше отрезать. Оболочку надо сполоснуть теплой водой внутри и снаружи и раскрыть ее. С одной стороны сразу завязываю оболочку и начинаю укладывать мясо, достаточно плотно. Внизу мясо или руками утрамбовываю, или нашла у себя вот пластиковую штуку. Главное, чтобы она была не очень тонкая, но и не толстая.
В общем, ничего нет сложного, главное, чтобы мясо было более-менее хорошо утрамбовано, без больших дырок. Как я уже говорила, варю я в мультиварке, которую спецом покупала для варки колбасы, так как в ней есть мультиповар, позволяющий выставлять и нужную температуру, и время. Кстати, самая дешевая мульти, 1000 за 3 ее полгода назад купила. Если нет мульти с выставлением температуры, что же тогда делать? Дешевле, конечно, купить термометр. Тогда можно измерять температуру воды или внутри колбасы, или можно измерять температуру внутри духовки. Но термометр должен быть специально кухонный. У меня очень удобный термометр, он с таймером из Икеи. В нем есть и щуп для определения температуры внутри готовящегося продукта, что тоже можно делать для изготовления колбасы в духовке, например. Но только не в этой оболочке, имейте в виду. А можно его переключить и просто на таймер с секундомером. Да, еще на нем очень крепкий такой магнит, чтобы крепить его на холодильник. Укладываю ветчину в форму и заливаю водой из фильтра. Не знаю, как у вас, а у нас вода с очень таким сильным осадком, поэтому я стараюсь все фильтровать. Тем более, что как не завязывай сильно, вода все равно может просочиться в ветчину. Заливаю водой так, чтобы полностью покрыть всю ветчину. Да, я забыла сказать, что это количество ветчины получилось из 2 килограмм мяса, 2 больших батона и 1 довесок. Итак, выставляю 80 градусов и 2,5 часа, потому что заливаю холодную воду. А вообще советую варить из расчета 10 минут на 1 сантиметр диаметра вашего изделия колбасного. Ну вот смотрите, у меня 80 миллиметров, то есть по идее это должно быть 80 минут. Ну, с учетом плюс-минус нагрев воды я, в общем, ставлю 2,5 часа, чтобы уж наверняка. Когда колбаса сварилась, я вытаскиваю ее пластиковыми щипцами, чтобы не порвать упаковку, иначе все самое вкусное может вытечь. И ставлю охлаждаться. И хотя очень сложно удержаться и не попробовать свежую ветчинку, источающую вкуснейший аромат, ее нужно как следует охладить. Желательно сначала до комнатной температуры и потом в холодильнике до полного остывания. До комнатной температуры можно охладить в холодной воде. Если резать ветчину или колбасу теплой, то она может развалиться. Ну вот и вся наука. Всем спасибо за просмотр. Если есть вопросы, задавайте в комментах. Может, я что-то и упустила. Всем приятного аппетита, наслаждайтесь своей колбаской и радуйте своих близких.